Привет, друзья! Очень часто я получаю от вас комментарии, что вам нравятся мои гуашевые работы в раскрасках. Спасибо за ваш отклик. И еще вы писали, что тоже хотели бы раскрашивать гуашью, но не знаете, с чего начать. Поэтому специально для вас я решила снять урок по рисованию гуашью, простой и понятный для начинающих. Надеюсь, вам понравится. Так как сейчас новогодние праздники, то я решила, что мы будем рисовать с вами мандарин, поскольку это такая новогодняя тематика. Я нашла референс на Pinterest, вы видите его в правом верхнем углу. Использовать я буду гуашь Малевич в тюбиках, также 3 кисти разного размера. Самая большая у меня синтетика и 2 маленькие кисти– это белка. Также нам понадобится стакан воды и палитра. В качестве палитры буду использовать просто обычную крышечку. Для начала я покрываю весь мандарин одним слоем желтого цвета. Название этого цвета в наборе Малевич «Желтая средняя». Этот цвет не слишком укрывистый, что позволяет закрасить полностью объект и оставить карандашный набросок видимым. Это как раз мне и нужно. Вообще, гуашь– это материал, который по принципу рисования схож с маслом или акрилом. Это материал водорастворимый, но он сильно отличается от акварели. Если в акварели нужно добавлять больше воды, чтобы получить разводы, то главный навык в гуаше, которым вам нужно овладеть, это правильное смешивание цветов, чтобы добиться нужного цвета, а затем эти цвета накладывать уже на рисунок. Почему я решила наложить вот этот желтый как основной цвет? Потому что, как мне кажется, на исходном рисунке больше всего именно вот этого желтого цвета, а остальные цвета уже будем добавлять по ходу рисования. Гуашь– это материал, который не так сильно требователен к бумаге, как акварель, поэтому я взяла бумагу для черчения. Для гуаши она вполне подходит, это 160 грамм, но гуашью можно рисовать и на более тонкой бумаге, и даже в раскрасках, поскольку при работе с гуашью вы добавляете минимум воды, и совсем это другое дело, чем работа с акварелью. Почему-то среди любителей раскрасок очень мало тех, кто работает гуашью. Все в основном предпочитают акварель, хотя акварелью, как мне кажется, работать куда сложнее. И плюс нужна довольно плотная, хорошая бумага, чтобы получить хороший результат. Возможно, просто гуашь менее популярна, и из-за этого ей работают меньше. И, как мне кажется, очень даже зря. Итак, я выдавила дополнительные цвета на палитру. Это у меня цвета оранжевая, красная и лимонная желтая. Оранжевая мне показалась слишком яркой, слишком насыщенной, и поэтому я ее немножко разбавила лимонной желтой. Наношу оранжевый цвет в тех местах, где есть тень, которая у нас темнее. Если желтый цвет– это цвет тех мест, где есть блики, то оранжевый– это те места, где есть тень. Смотрю на референс и повторяю его, стараюсь, по крайней мере, повторить. При этом, как видите, я не просто мазками наношу гуашь, а как бы такими точечными движениями, использую при этом самый маленький размер кисти. Для создания более плавного перехода от оранжевого к желтому я использую больше воды, добавляю воду, и оранжевый ложится таким полупрозрачным слоем, что позволяет основе проглядывать сквозь него и создавать более мягкий и плавный градиент. Дело в том, что мандарин у нас не гладкий. Если бы был гладкий объект, то мы бы стремились и в рисунке передать это. Но так как мандарин имеет неровную текстуру, то я и кистью стараюсь рисовать точечно, чтобы эту текстуру как можно ближе передать. Конечно, я не первый раз рисую, и поэтому у меня уже есть какой-то навык, поэтому у меня и рисунок этот сам занял не так много времени. Я рисовала ровно 20 минут, но так как вы начинающий, возможно, что времени у вас уйдет больше, но я уверена, что если вы будете поэтапно повторять каждый шаг, то у вас все получится обязательно.
Если не с первого раза, то со второго точно, а если не со второго, то с третьего. Так что обязательно пробуйте рисовать и не бойтесь. Поскольку иногда картинка на референсе кажется сложной, но когда начинаете рисовать, оказывается, что все куда проще, чем казалось на первый взгляд. Дальше я прорисовываю, опять же, те места, которые у нас темнее. Это места между кожурой и дольками мандарина, а также пространство между дольками, чтобы отделить их. Там, где нужно добавить более насыщенного оранжевого, я добавляю, а там, где нужно высветлить, добавляю больше воды и разбавляю этот цвет для того, чтобы создать плавный переход. Все то же самое повторяю для каждой дольки. Там, где нужно чуть-чуть высветлить, добавляю воды, смываю лишний оранжевый и создаю опять же текстуру. Стараюсь соответствовать исходнику. Гуашь Малевич мне нравится тем, что при высыхании гуашь не светлеет. Хотя у некоторых производителей, особенно в детской гуаши, такой недостаток присутствует. Бывает, что при рисовании вы видите один цвет, а когда гуашь высыхает, то оттенок становится куда светлее. Но вот в гуаше Малевич такого нет. И вообще эта гуашь очень хорошая. Это не реклама. Я эту гуашь купила для себя и пользуюсь уже второй год, если я не ошибаюсь. И, как видите, у меня еще достаточно гуаши в тюбиках. Единственный минус – это если гуашь очень долго лежит, она может засохнуть и будет проблематично открыть крышечку. В таких случаях я держу тюбик под горячей водой некоторое время, после чего крышку уже можно легко открыть. Многие считают, что гуашь – это детский материал, на самом деле это не так, им очень здорово рисовать как взрослым, так и детям. Но скорее здесь вопрос в том, что если вы профессионально рисуете на заказ, то гуашь в этом плане отстает от акрила или масла, так как она менее долговечная. Но опять же тут нужно смотреть на характеристики от производителя, на светостойкость. А светостойкость говорит о том, как сильно картина выцветит, если она будет висеть у вас на стене. Но если же вы рисуете для себя, либо раскрашиваете, то гуашь идеально подходит, потому что в раскрасках у вас книга будет лежать закрытая, и гуашь не будет выцветать на солнце. И, соответственно, идеально подходит для учебы, вот чтобы научиться рисовать. Гуашь вообще прекрасный материал. А если, допустим, освоить гуашь, то можно уже переходить к акрилу и рисовать более серьезные работы на более долговечный срок. А мы с вами переходим на раскрашивание кожуры. И я опять же использую такой точечный метод нанесения краски, чтобы передать вот эту вот шероховатую текстуру кожуры, такую как бы рыхлую. Вначале я прохожусь по нижней части кожуры самым темным цветом, оранжевым, и дальше уже смешивая оранжевый с водой, делаю точечные движения кистью, добавляю при этом воды, и получается переход от оранжевого к желтому, при этом мы видим текстуру, и у нас получается такая настоящая мандариновая кожура. Чем хороша гуашь как материал, это тем, что всегда можно перекрыть один цвет другим, даже более темный цвет всегда можно перекрыть более светлым. Поэтому если у меня кожура получается чуть темнее, чем в оригинале, например, то я всегда могу добавить желтого и сверху добавить блики. Блики мы, кстати, будем добавлять в самом конце рисунка. Кстати, гуашью можно работать не только на бумаге, но и на грунтованном холсте, на ткани, картоне или фанере, например. Так что гуашь в этом плане тоже очень универсальный и интересный материал. Конечно, не дотягивающий до акрила, но, как я уже сказала, для начинающих художников это идеальный, можно сказать, материал. А я продолжаю красить кожуру мандарина нашего.
И, как видите, уже объект обретает объем, даже несмотря на то, что мы использовали буквально два цвета, желтый и оранжевый, но уже видна и текстура, и объем, и, как мне кажется, это уже выглядит достаточно красиво. Осталось докрасить небольшой кусочек кожуры, и можно будет переходить уже к более глубоким теням в рисунке. Я продолжаю рисовать точечно, чтобы передать текстуру, добавляю воды. Все то же самое, что я делала и с остальными кусочками кожуры этого мандарина. Если мне нужно где-то что-то высветлить или убрать лишнюю краску, то я мою кисточку, а затем ее выжимаю и таким образом высветляю нужные мне места. Итак, я нанесла как бы основные тени, показала основной объем. Теперь я добавляю коричневого цвета. Этот цвет в моем наборе называется шоколадная. И я добавляю туда капельку красного, поскольку, как мне кажется, коричневый он недостаточно красный, недостаточно подходит к этому мандарину. Но также он мне показался слишком светлым, поэтому я еще добавляю капельку черного цвета. В красках Малевич черный очень насыщенный, и поэтому его нужно добавлять совсем капелюшечку, чтобы затенить какой-то другой цвет. Добавляю еще капельку красного, смотрю на референс и в самые темные места уже добавляю вот этот вот коричневый, который у меня получился, чтобы расставить акценты и обозначить самые темные места. Это у нас те места, где кожура соприкасается с мандарином и как бы отстает, чтобы показать вот эту вот тень. Там я прохожусь коричневым. Также в некоторых местах между дольками я тоже добавлю этого акцента. Чтобы эти тени, эти затенения не казались такими слишком яркими и очевидными, я добавляю воды, где-то сглаживаю какие-то моменты, где-то высветляю, чтобы коричневый был более светлым. И таким образом прохожусь по всему мандарину. Мой мандарин получается более ярким и более насыщенным, чем образец на референсе, но мне это даже нравится. В принципе, я не стремилась прямо стопроцентно попасть в тот образец, который взяла. Мне он нужен был для вдохновения, для того, чтобы вообще смотреть на цвет, свет и текстуру. С референса всегда легче срисовывать, чем, например, с оригинала. Если бы я поставила перед собой мандарин и рисовала бы его, то мне было бы сложнее уловить какие-то детали. Но это опять же мое восприятие. На самом деле рисовать с натуры это тоже очень классная практика, и я вам советую попробовать. А еще хочу сказать, что рисование фруктов и овощей это, можно сказать, классика во всех художественных школах. И поэтому, если вы учитесь рисовать, либо если вы осваиваете какой-то материал, такой как гуашь, то советую вам попробовать нарисовать все фрукты и овощи, которые вы найдете у себя дома, либо найти какие-то интересные референсы и порисовать фрукты и овощи. Поверьте, вы получите просто колоссальную пользу. А я добавляю контраста нашему объекту. Я еще более усиляю тень с помощью коричневого цвета, но разбавляю его водой, чтобы он не был таким уж сильно ярким и чтобы создать более плавные градиенты. Подчеркиваю тень между дольками мандарина, чтобы отделить их друг от друга, чтобы было видно, что это разные дольки. И также прохожусь по всему объекту, смотрю, где нужно добавить еще больше контраста и добавить, так скажем, мелких деталей. Возможно, относительно референса я даже немного переборщила, поскольку там какой-то более мягкий рисунок. Но, опять же, я художник, я так вижу, и вы всегда можете ориентироваться на свой вкус в рисовании. Если вы любите контрастные работы, то всегда можете усилить больше тени, либо добавить больше бликов.
Вы же не стараетесь скопировать другого художника, а вы стараетесь просто научиться и нарисовать то, что будет нравиться именно вам. Для того, чтобы чуть-чуть смягчить самые темные места, я смешала коричневый с оранжевым и добавляю еще немного теней, как бы смягчаю вот эти вот переходы. Работаю точно так же, точечно, самой мелкой кистью. Это у меня кисть Белка, и она, в принципе, очень хорошо справляется с этой задачей. Мы видим, как на наших глазах мандарин становится все более реалистичным, все более контрастным. А самая приятная часть, как мне кажется, это расставление бликов, но это мы будем делать в последнюю очередь. Сейчас я дорабатываю тени, самые темные места, смягчаю где-то добавляю воды, где-то добавляю мелких деталей. Решила добавить еще тень на кожуру мандарина. Мне она показалась недостаточно контрастной. Это уже каждый смотрит на свое усмотрение, где-то добавить, где-то убавить. Смотрите, как красиво вам и как вы хотите видеть свой объект. Возможно, кто-то на этом этапе уже остановится, поскольку наш рисунок уже достаточно похож на мандарин. Ну а как известно, главная задача художника – это чтобы зритель понимал, что же он рисует. Хотя это не всегда так, особенно с современным искусством. Иногда полезно сделать паузу, просто посмотреть на рисунок, как бы в целом посмотреть, устраивает ли вас он. Может быть, опять вы увидите, что где-то что-то недоработали. Я вот хочу еще смягчить вот эти вот темные места в середине мандарина, между дольками в центре, так скажем. И добавляю туда еще немного коричневого, разбавленного с водой. И вот сейчас мне кажется, что мой мандарин уже почти готов. И, наконец-то, я перехожу к бликам. Я беру самый светлый цвет, желтый. Это лимонный желтый в моем наборе. И прохожусь им по кромке кожуры мандарина, как бы расставляя самые светлые места, самые яркие акценты. С вот этой кожурой, которая сверху, с кусочком кожуры, я немножко ошиблась на референсе, он как бы загибается слегка, и поэтому я добавляю желтого, высветляю как бы середину, ну а сверху добавлю наоборот темного цвета, оранжевого. Как вы видите на практике, то, что у вас в рисунке не получилось, в гуаши всегда легко исправить, и этим этот материал и удобен, и так ценен. Теперь снова возьму желтый лимонный и продолжу расставлять самые светлые места, блики. Опять же продолжаю на кожуре это делать, а потом уже перехожу к долькам. Еще хочу сказать очень полезную вещь, что в рисовании всегда очень важное значение имеет масштаб. К примеру, мы рисуем мандарин, но рисую я его в масштабе куда большем, чем реальный мандарин, и поэтому у меня есть возможность добавить больше деталей, а когда я сфотографирую этот рисунок и выложу, например, куда-то в соцсети, то он будет выглядеть куда реалистичнее, если бы я рисовала его в масштабе 1:1 с реальным мандарином. Этим трюком очень часто пользуются художники, которые рисуют в технике гиперреализм. Возможно, вы видели в соцсетях, в интернете портреты людей, которые очень-очень реалистичные, там, где видно буквально текстуру кожи. Обычно такие портреты рисуются на очень-очень больших холстах, то есть это масштаб, например, в 2 раза больше, чем реальный портрет человека, а иногда и в 5 раз больше. И поэтому, когда человек рисует в таком масштабе, он может нарисовать каждую детальку, каждую точечку на коже, а потом, когда фотографирует эту работу и выставляет в интернет, то она выглядит гиперреалистично. Именно в этом и заключается секрет таких художников.
А я рисую прожилки на дольках. У нас на мандарине есть вот эта вот текстура светлая поверх долек. И я прорисовываю вот эти прожилки, чтобы сверху еще пройтись белым цветом потом в конце. Но вначале вот прохожусь лимонно-желтым. Так будет реалистичнее, на мой взгляд. Также добавляю блики в те места, которые, как мне кажется, светлее на рисунке, нежели у меня. Возможно, мой мандарин немного отличается от мандарина на референсе. Но, как я уже сказала, я художник, я так вижу. Вы всегда можете отходить от образца и делать так, как нравится именно вам. Добавляю еще бликов, еще самых светлых мест на дольках. И вижу, что все практически готово, результат уже меня удовлетворяет. Так что делаю последние штрихи, прежде чем перейти к самому финальному шагу нашего рисунка. Хорошенько споласкиваю кисть и беру белый цвет гуаши. Я выдавлю его на палитру. Иногда я пользуюсь гуашью прямо из тюбика, но чтобы не испачкать цвет, залазя кистью в тюбик, я все-таки его советую выдавить на палитру и пользоваться уже с палитры. Это самый последний шаг, который придаст нашему рисунку реалистичности. Мы расставляем белым цветом самые светлые акценты, блики, а также рисуем белую текстуру прожилок на мандарине, на его дольках в частности. Я очень люблю этот этап, поскольку рисунок практически готов, он уже выглядит красиво, но мы еще более украшаем его и дорабатываем, доводим до совершенства, так скажем. Для этого рекомендую использовать самую тонкую кисть, чтобы вот эти прожилки выглядели как можно более реалистично и чтобы нарисовать их максимально тонкими. Также, прежде чем проводить этот финальный этап, советую подождать, пока рисунок полностью высохнет, чтобы цвета не смешивались между собой, а белый цвет наносился именно поверх остальных цветов. Тут опять же можно руководствоваться как референсом и делать эти блики в тех местах, где вы видите на образце, либо руководствоваться тем, как вы считаете нужным, и делать блики в тех местах, где падает свет, где самые светлые части. Тут уже опять зависит от вас и от вашего желания. Еще хочу сказать, что в этом наборе от Малевич белый цвет очень классный, он очень яркий, очень белый и абсолютно укрывистый, потому что не во всех наборах гуаши есть такой хороший белый цвет, но белый цвет всегда можно купить отдельно, он продается в любом художественном магазине, это белила титановые можно взять, либо белую гуашь какой-то хорошей фирмы. А одного даже небольшого тюбика, либо баночки гуаши вам хватит очень надолго. Тут единственное, что нужно смотреть, чтобы она не засохла, но обычно она очень долго хранится, даже несколько лет. Теперь я прохожусь по верхней части каждого кусочка кожурки, расставляю опять же блики на самом верху. И так дорисовываю блики на каждой кожуре и прорисовываю прожилки на каждой дольке мандарина. И теперь вы можете видеть, несмотря на то, что предыдущая работа, казалось бы, уже цельной и вполне себе неплохо выглядела, но с вот этими белыми акцентами и с прожилками выглядит намного-намного лучше, более реалистично. Это такой необходимый завершающий этап, который придает работе цельность. Как видите, если поставили блик не туда, либо переборщили, всегда можно закрыть его тем цветом, который был под ним, то есть вот коричневым, например, или оранжевым. В этом вся прелесть гуаши. Всегда можно все исправить, даже когда кажется, что сделали совсем не то, что хотели.
Всегда можно все поправить, все исправить и сделать работу такой, как вам нравится, довести ее до совершенства. Я практически закончила, смотрю, где еще расставить блики, может быть, точечно. Руководствуюсь своим чувством, как я чувствую сделать, как мне будет красиво. Не полагаюсь полностью на референс, а скорее полагаюсь на чувство прекрасного, так скажем, и как я вижу, как я хочу сделать. Аккуратненько подрисовываю где-то еще прожилки, может быть, точечно блики. На этом этапе не нужно торопиться, лучше хорошенько посмотреть, подумать, может быть, где-то еще проставить необходимые белые точечки. Вот я сейчас думаю, что актуально будет на кожуре сделать такой блик, именно точечный, как бы показывая и подчеркивая текстуру этой кожуры. Я думаю, что это будет выглядеть очень реалистично и очень здорово. Поэтому кисточкой, еле касаясь бумаги, я делаю такие точечки, очень-очень мелкие, и показываю тем самым блик на вот этой вот рыхлой, шероховатой кожуре мандарина. Делаю то же самое еще в паре мест, ну, буквально завершающие штрихи. В принципе, рисунок меня уже устраивает. Я считаю, что он готов. Пишите в комментариях, как вам, понравился ли вам мой мандарин и будете ли вы повторять этот урок. Я очень надеюсь, что будете. Если так, обязательно делитесь в комментариях, а также в своих соцсетях. Этот рисунок занял у меня около 20 минут, так что это совершенно несложный рисунок. И, как видите, поэтапно все выполнимо, все можно осуществить и нарисовать. Было бы желание, как говорится, так что я надеюсь, для вас этот урок был полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно. А я вполне довольна получившимся результатом и вам очень советую попробовать. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!